Позвольте поведать вам историю о маленьком мальчике, которому всегда хотелось казаться кем-то другим, кем-то лучше, кем-то не им. Много лет назад, когда еще не мог для себя идентифицировать проблемы в виде низкой самооценки, все доходило до абсурда. Я помню, как примерно 8 лет я рассказывал своему другу небылице о том, как моя жизнь была подвергнута риску, как меня чуть не сбила машина на пешеходном, но я чудом этого избежал и героически отпрыгнул, словно в голливудском фильме. Чуть постарше я всегда приукрашивал свои истории или рассказывал то, что не является правдой, лишь бы на меня обратили внимание. Ну, или сам себе говорил, что я ментально здоров и я счастлив. Думаю, понятно, что общего в этих историях. Ложь. А как часто вы врете? Мы все с вами лжем, и некоторые из вас делают это гораздо чаще остальных. Некоторые лгут, чтобы избежать неприятных последствий или наказания, другие лгут, чтобы защитить свою честь и достоинство. Иногда мы лжем, чтобы привлечь внимание к себе и своей личности, порой прикидываясь тем, кем мы никогда не являлись. Желание что-то скрыть словно вплетено в суть нашей природы. Иногда мы даже не задумываемся о том, как мы что-то скрываем, чтобы избежать конфликта, не обидеть другого, не порочить свою честь, чтобы нас не наругали, не наказали, или подумали о нас в более положительном свете, чем есть на самом деле. И особенно пугающе, когда безобидная ложь превращается в стиль жизни. Ложь сложна не только с точки зрения психологии, но и с позиции нейробиологии. Наш мозг всегда знает, какую правду мы скрываем от других или от себя, так что причина лжи в первую очередь внутренний конфликт с самим собой. Ложь повышает активность префронтальной, верхнелобной, переднетеменной и премоторной участков мозга. Простыми словами, когда мы лжем, мы одновременно сопротивляемся правде и запускаем процессы планирования, внимания и принятия решений, ведь говоря небылицу, существующую только в наших словах, мы должны ее запоминать и контролировать, чтобы нас не раскрыли. А значит, мы находимся в постоянном напряжении и стрессе, а это требует очень много энергии. И, думаю, не стоит объяснять, что человек, находящийся под своим собственным давлением, с внутренним конфликтом, неразберихой внутри себя, спокойным, бодрым и счастливым быть не может. Ложь похожа на снежный ком. Чем больше мы врем, тем сложнее и запутаннее становится история, тем труднее начать говорить правду. Даже если в самом начале все кажется вполне безобидным и незначительным. Это может приводить к тому, что мы начинаем воспринимать ложь как норму поведения, а не как исключение. А последствия для здоровья будут губительны. Ведь из-за лжи, особенно которую нужно старательно контролировать, наш мозг выделяет больше стрессовых гормонов, а повышенная их секреция повышает риск заболеваний и болезней. Что уж говорить о самооценке. Человек, пытающийся самоутвердиться путем лжи, получает лишь эффект плацебо и вредит себе еще больше, чем если бы он просто молчал. Ведь он еще больше путается в своих эмоциях, хоронит свои чувства и в сотый раз подчеркивает отсутствие любви к самому себе. Помимо того, что это постоянное напряжение и трата нашей энергии, мы к этому адаптируемся. Мы банально привыкаем к тому, что ценность нашей правды всегда ниже выдумки. Мы постоянно что-то скрываем, недоговариваем, начинаем врать неосознанно и врать самим себе в бытовых вещах. Когда мы постоянно занимаемся тем, что не нравится, откладываем дела на понедельник и делаем все, чтобы не делать что-то полезное для себя. Мы врем себе, чтобы не брать жизнь под свою ответственность, ведь для этого себе нужно признаться, что твоя настоящая жизнь тебя не устраивает и нужны изменения. Не устраивает твоя работа, твой доход. Особенно это глупо, когда в современную эпоху есть столько возможностей для подработки. Взять только канал Low Bank в деле. Это огромный сборник различных схем по экономии и заработку. Например, гайд, как всего за 10 минут заработать 3000 рублей на Газпромбанке или Тинькове, или как по скидке купить подписку на год на VPN за $8, которую можно установить на неограниченное количество устройств, а затем эту подписку продавать и другим людям всего по $4. Неплохо, верно? И желающих получить такую услугу на год было бы немало. Так, продав эту подписку 20 людям, можно пассивно заработать порядка $80. И все эти схемы публикуются в Лоу-банке совершенно бесплатно. Как зарабатывать на различных бонусах и рефералках банков, на раздачах и получать максимальные бонусы от скидок. Также в канале публикуются приватные схемы, по которым работают админы канала и делятся своими результатами в чате вместе с подписчиками. И это, наверное, один из самых полезнейших каналов по легальному заработку. Поэтому, если хочешь понять, как, например, заработать на бонусах по своей дебетовой карте, то ссылка в описании. Но
Помимо нежелания брать свою жизнь под свой контроль, встречая на своем пути риски и трудности, есть и другой, такой же популярный и серьезный источник лжи – низкая самооценка. Мой горький опыт меня очень многому научил. Вспоминая себя 10 лет назад, я помню то смятение, что испытывал, когда зачем-то рассказывал другу то, что нафантазировал по пути к нему в гости. Я не понимал, зачем я это делаю, но осознавал, что остановиться я уже просто не могу, ведь начало уже положено. Конечно, в детстве такое быстро забывается, и значение этому придается гораздо меньше. Однако на эту историю я смотрю более с терапевтической стороны и могу проанализировать, почему я это делал 8 лет и продолжал приукрашивать свои истории, будучи чуточку взрослее. Желание быть интереснее. На каждое действие есть свое противодействие, поэтому, будучи человеком зажатым, что моему внутреннему я, конечно, не нравилось, при наличии такой возможности я старался быть тем, кем мне внутри себя хотелось быть. Я не совсем понимал, что значит быть уверенным, поэтому строил из себя героя или наоборот приукрашал свою беду, чтобы на меня обратили внимание путем утешения, ведь я нарочно становлюсь жертвой. Поэтому мои рассказы получали множество красочных, но неправдивых моментов. Поэтому я от людей постоянно что-то скрывал, где-то прямо врал. Особенно что касается себя. Давал какие-то липовые обещания. Я не доверял себе, я не верил, что я могу быть интересным другим, будучи собой, поэтому предпочел казаться таким лишь в историях своим одноклассникам. Хотя и то и не являлось выходом и лишь усиливало мое внутреннее негодование. Я боялся ответственности как за свои поступки, так и за свои решения в жизни. И через время я буквально стал патологическим лжецом. Мне было приятнее играть в игры с читами, получая преимущество над другими, лгать родителям и учителям при совершении каких-то проступков, трусливо поджимая хвостик, давал обещания, которых не хотел, пытаясь услужиться и показаться хорошим. Отчего потом либо страдал, либо сбегал и игнорировал человека в переписке, оправдываясь, что ой, забыл или не увидел. И осознание проблемы ко мне пришло, когда я начал неосознанно лгать, добавляя в свои истории кучу приукрас, делающих меня лучше, уже при общении с близкими друзьями. Даже если они знали, что было на самом деле. Проблема была сформулирована. Низкая самооценка, исходящая из этого внутренний конфликт и недоверие к своим чувствам и мнению. В тот же день, когда я это понял, я дал себе обещание. Никогда больше не врать. Даже не делать это в мелочах и стараться быть всегда прямолинейным. И в первую очередь быть честным с собой. Ведь когда вы врете другим, вы в первую очередь врете самому себе, своим словам, своему выбору. Вместо того, чтобы свою стеснительность и закрытость компенсировать байками, лучше быть закрытым, но борющимся со своей застенчивостью человеком. Вместо бегства от ответственности и проблем гордо получать по заслугам и исправлять то, что натворил, вынося из всего уроки. И если солгал, то признаться человеку и не бояться извиниться, не бояться получить по заслугам. Не бояться уйти. И, в конце концов, понимать, что то, что я откладывал чтение книги, изучение профессии, саморазвитие на следующую неделю, месяц, не потому, что это компромисс, так будет лучше, я просто не в ресурсе. А потому что я ленивый задрот, которому в игры играть, чипсики кушать да письку теребить гораздо проще. Как минимум, осознание того, что я сам себя обманываю, дабы оправдать свою лень, давало мне больше пинков под зад что-то делать, чем любая другая мотивация. И, как я уже сказал, я решил не врать совсем, включая различные мелочи в общении с людьми, в которых врет большинство. И знаете, быть прямолинейным, не бояться сказать о своих болях, переживаниях, страхах, слабых сторонах, чувствах, без внутреннего сопротивления и стыда, уметь отказывать, сохраняя спокойствие, говорить о своих мотивах – прекраснейшее чувство. Чувство, когда ты понимаешь, что ты полностью ответственен за свои эмоции и чувства, за свои решения, и ты не несешь ответственности за других, сохраняя свою полную независимость. Иными словами, ты ощущаешь свободу. И что еще прекраснее, ты полностью защищен внутри себя. У тебя нет внутреннего конфликта, и ты не занимаешься самообманом. Наверное, мой случайно начавшийся эксперимент с честностью стал одной из основ, которая позволила мне стать более уверенной и сильной личностью. Ведь я перестал бояться своих чувств и эмоций, я перестал стыдиться своих слабых сторон. Ведь если изначально я их прятал за слоем приукрас и лжи, теперь я открыто о них говорю, не боюсь показаться тем, кем я являюсь. Что повышает твою уверенность в глазах других людей, которые точно побоятся это сделать. Да и это значительно упрощает коммуникацию с людьми, когда ты не даешь человеку ложных надежд и играешь в угадайку, а прямо и четко говоришь о своих чувствах, заранее обозначаешь свои границы и свои намерения. Когда
условно при знакомстве с девушкой ты прямо говоришь, что отношения это не твоя цель, и вы обсуждаете, комфортен ли вам такой формат общения. Конечно, без услуживания перед другими людьми, без постоянных умалчиваний и загадок, очень много людей, вероятно, отсеется. Но, понижая количество, вы повышаете качество. Чем меньше лжи и скрытых умыслов в вашей жизни, тем она проще. Но как перестать лгать и избавиться от этой вредной привычки, особенно если она зашла слишком далеко и вы уже делаете это неосознанно? Тут совет лишь один – осознание и контроль. Когда мы с вами врем, мы всегда сталкиваемся с внутренним сопротивлением. И в таких ситуациях стоит прислушаться к тому, что вы чувствуете, и подчиниться этому чувству. Особенно, когда это негативно влияет на ваши отношения с окружающими и лишь усугубляет проблемы. Учитесь честно оценивать себя, свои действия и достижения. Признавайте свои ошибки, которые вы совершаете, и трезво оценивайте проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, которые есть внутри вас. Не давайте оценки своим слабым сторонам, не извиняйтесь за них, как и не скрывайте их за пеленой недоговорок и приукрас. Перестаньте оправдываться, искать крайних и переводить стрелки. Работайте над своей уверенностью. И попробуйте испытать себя и говорить только правду. Даже самую незначительную, неприятную и неудобную. Если вы что-то долго скрываете и это тратит вашу энергию, найдите в себе силы признаться. Кто-то из вас лжет своему партнеру о чувствах, которые давно пропали, о измене, которую удалось скрыть, о дружбе, которой не хочется, о деятельности, которая не нравится. Если где-то приходится врать, значит это уже разрушено. На лжи счастья не построишь. И здесь нет никаких «но». Ну и в конце концов, перестаньте врать самим себе. Конечно же, вряд ли каждый из вас приукрашивает свои истории, лжет своим друзьям, близким, коллегам. Надеюсь, еще меньше из вас скрывает что-то страшное и непоправимое. Но что делает большинство из вас? Это ложь самому себе. Вспомните, сколько раз вы обещали себе уйти с нелюбимой работы, начать учить новый язык, бросить курить, записаться в спортзал, но оправдали это неподходящей погодой, нехваткой времени, стрессовым периодом, отсутствием сил, недостатком денег. Я когда в больнице лежал и после операции не мог ходить несколько недель, первым делом, что спросил у хирурга, когда я смогу пойти в спортзал, и учился подтягиваться с титановой пластиной в груди через боль, когда никто этого не видит. Один находит возможности, другой лишь оправдание. И все же, это были объективные причины, или вы скрывали свою лень, слабость и трусость? Как только вы научитесь признаваться себе в этом, вы начнете меняться. Трус, признавший, что он трус, становится сильным человеком. И, наконец, не забывайте, что жизнь подчиняется лишь вашей ответственности и вашему выбору. Вы можете выбрать, как вы хотите жить и каким ценностям и принципам вы хотите придерживаться. И когда вы научитесь быть с окружающими и самим собой, когда вы освободите себя от внешних установок, освободите себя от бессмысленной лжи, вы начнете наслаждаться жизнью и по-настоящему осознаете свой потенциал. Начнете жить в гармонии с собой, своими мыслями и эмоциями. Приглашаю вас на мой марафон «Перезагрузка». Там больше про познание себя. Ссылка на него в описании. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Спасибо спонсорам с Boosty. И подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм по ссылкам в описании. Честно говорю, там еще больше интересного. Всего хорошего.